Друзья, здравствуйте. 11 апреля 2026 года. Город Быхов. Неожиданная история о снесенной ледяной водонапорке недалеко от синагоги получает продолжение на моем канале. Вначале расскажу о погоде. У нас похолодало. Температура где-то около нуля. И сейчас идет мокрый снег. Накрапывает. Завтра Пасха. Было потеплело, конечно, но сейчас снова это похолодание. Как будто зима хочет вернуться. Ветер холодный. Итак, мы едем к руинам водонапорки. Сегодня будем обсуждать два вопроса. Почему ее снесли, эту ледяную водонапорку? Почему до сих пор не убрали руины? Я выскажу свое субъективное мнение. Вы можете поделиться предположениями в комментариях к этому видео. В общем-то, мы уже подъезжаем к Певчему полю. Наверное, спешимся, пройдемся пешочком. Напомню, что в прошлом году, примерно в это же время, я снял сюжет о том, что снесли водонапорку в Быхове. Она находится здесь рядом с Певчим полем, недалеко от синагоги. Ссылку на ролик я вам предложу в описании к видео. Ну и, в общем-то, я думал, в скором времени уберут то, что от нее осталось, но оказалось, что сейчас подойдем поближе, вы все увидите сами. Руины до сих пор здесь. Меня иногда критикуют в комментариях, что я плохо ищу информацию в интернете. В общем, я попытался в крупную клетку поискать какие-то статьи про то, почему ее убрали. Но ничего не нашел даже в местной газете «Маяк Приднепровья». Никакой статьи. Ни в республиканских, нигде. Ее просто убрали втихаря. Ну как втихаря, вряд ли это можно спрятать. Снесли и все. То есть без объяснения причин. В общем-то, попытаемся предположить. И, наверное, заберемся через забор. Мне друг писал: забор по колено перешагивай. Да и пошел смотреть на то, что осталось. Тут уже он снесли, видно, забор. Сломали, наверное, кто-то лазил. В принципе, пойдем по пути наименьшего сопротивления. Почему я назвал водонапорку ледяной? Один из комментариев мне понравился. Вроде женщина писала, что наблюдала, когда водонапорка была еще рабочей, как ее прорвало зимой. И вода хлестала, тут же замерзала. Наверняка вы можете представить, какое это было зрелище. Так, ну вот смотрите. Бак, который сверху убрали. Днище бака, получается, осталось. Итак. Перелезть через забор не составило никакого труда. Идем поближе. В общем-то, какие-то попытки уборки здесь присутствуют. У меня остались архивные видео, как она выглядела вообще, когда была еще в целом состоянии. Я приложу в конце видео. Так, раннее утро, как обычно.
Ну вот смотрите, здесь кирпич, сверху лежит платформа, это на которую крепился бак. А внутри металлические какие-то конструкции получается. Ну тут если что-то было ценное и интересное уже растащили, кроме металла и кирпича ничего не возьмешь. Итак, друзья, давайте с вами предположим причины сноса. Это будет чисто субъективное мнение, потому что нигде, я вам говорил, я не нашел информации. Скорее всего, первая причина это обветшалость. Она пришла, наверное, в негодность, была в аварийном состоянии. И ее как бы было опасно здесь содержать. В общем-то, это, наверное, одна из основных причин. Было решено, скорее всего, какой-то комиссией ее снести. Вторая причина это, вероятно, то, что она не используется. Ну, то есть, получается, по назначению водоканалом она уже не используется давно. Водные сети, они обходятся без водонапорок. То есть это просто было пустующее здание. Ну и третья причина это содержание его. Все-таки та компания, организация, к которой она относилась, скорее всего, платила налог земельный. А если нет здания, не надо ничего платить, никаких налогов. То есть мы ее убираем, налог исчезает. Видите, здесь трубы какие-то, получается. Ну, бак, скорее всего, вот здесь. Его растянули по земле. Так, кирпичи, прутья металлические. Вот. Почему ее убрали в это же время в том году, то есть март-апрель. Наверное, удобно для уборки, потому что ничего здесь мешать не будет, деревья, листва, ничего сыпать не будет. И грунтовые воды, вероятно, высоко стоят сейчас, но по идее земля уже просохла, подъехать техники возможно, чтобы снести тут все. Ну и в принципе закладывается финансовый бюджет у организаций. Начало финансового года можно выделить деньги на снос и уборку таких ветхих зданий. Но печально то, что ее не использовали под что-то еще. В принципе, ребята писали в комментариях, что вряд ли по что-то можно использовать водонапорки из-за своей конструкции такой вытянутой. Вот, друзья. Но второй вопрос, который я задавал в начале ролика, это почему ее не убрали до сих пор, пока остается открытым. А я не думал, что вернусь на это же место через год. И увижу тут еще, что что-то осталось от водонапорки. Ну, друзья, вы все сами видите, в принципе. Обошли мы вокруг, посмотрели здесь все. Сейчас я вам приложу
свои архивные видео, где эта водонапорка ледяная, будем ее так называть, еще стоит на своем месте. В общем, смотрите. Ну что ж, друзья, будем заканчивать этот ролик. Пока снимал, руки замерзли. Тут у нас снег усилился. Друзья, оставайтесь на связи. Всем удачи и до новых встреч.